А в Ленинграде еще недавно лежал снег. Весна наступила поздно и длилась долго. Так долго, что я и не заметил, когда она кончилась. А здесь, в Токио, воздух был душен и горячий, так что трудно было дышать. И только здесь я понял, что давно стоит настоящее лето. А значит, с тех пор прошел ровно год. Опять было лето, и даже дождь вот пошел опять. Я почему-то никак не мог представить себе этого наяву. Иногда мне уже казалось, что я забываю ее лицо. Потом на исходе зимы вдруг раздался этот звонок. Японская фирма хочет записать в Киото авторский диск моего концерта. А кто солист? Да-да, конечно, мы знакомы. Вот так оказалось до сна рукой подать. От Ленинграда до Токио самолетом, здесь до вокзала машиной, дальше будет поезд в Киото. Уже сегодня репетиция с оркестром, завтра запись. Много нам этого или мало? 2 дня. Мы не писали друг другу писем и ничего не знали друг о друге вот уже целый год. Да я и не ждал никаких вестей. Так мы сами решили тогда. Иногда мне казалось, что ее лица я уже не помнил. Впрочем, это я лгал себя, конечно. Я помнил все. Каждое мгновение того лета помнил. Помнил и носил с собой.
Это просто концерт. А называется... Да никак. Обыкновенно первый. Что ж до программы, замысла и сути, то говорить об этом трудно. Про музыку вообще словами трудно. А как давно вы выступаете в концертах? Концертирую. Довольно давно. Очень много играю русских. Это Чайковский, Рахманинов? Да-да, разумеется, классику в основном. А эту музыку я узнала в Ленинграде год назад. В Ленинграде? А как вы туда попали? Я уже говорила, что мне давно нравилось играть русских. Еще и думаю, что музыка всегда откуда-то берется. Вот мне и захотелось посмотреть Россию. Просто Россию, откуда берется музыка, которую я люблю. Еще мне хотелось узнать их композиторов новых. В консерватории мне помогли. Легче руку, свободнее в кисти. Кстати, откуда вы знаете русский? Очень хорошо. Говорите совершенно чисто. Я учила в Японии. Сама. Мне вообще нравится русский. Понимаю. Ну что ж, давайте попробуем. Попробуем. Он музыкант прекрасный. Илюша? Какой концерт? Ну его же еще нет. Да что я вам показывал? Так ошметки, наброски, а целого-то нет. И неизвестно, когда будет. Ну, хорошо. Хорошо, я приеду. Только зачем? Здрасте. Здравствуйте. Чょっとすみません。写真を一つお願いします。ポーズお願いします。彼女の肩に手をかけて。わかんないかな。あ、こうです。はい、こうです。あ、これ。こっち。ありがとう。そうですね。はい、はい、正面来ましたよ。もう一枚。ちょっと。次から第一楽章から始めましょう。1時から1時間ぐらいで撮れると思いますよね。それから少し休んで夕方までに第二楽章まで。僕はもう音合わせやっております。どうぞ。はい、どいて。あ、どうぞこちらです。録音機の服部さん、お電話が入っております。高田さん、第1100番までご連絡ください。そっちいいかい？いいね。OK。いくよ。
Возможно. Я же говорил, концерта еще нет. Будет. Вероятно. А вы впервые в Ленинграде? Да. Вы скажите, что вам интересно посмотреть? Не сидеть же вам в номере, сложа руки и ждать партитуры. Мне все интересно. Ну, что, например? Я не знаю. Ну вот, например, мне говорили, что здесь есть Эрмитаж. Правильно говорили. Действительно есть. Вот он. Сходим. А еще? Еще? Ну, хотя бы, например, вот это. Что? Перед тем, как играть, вы всегда так делаете? Ах, это. Так, пустяки. Просто хороший способ собраться. Рекомендую. Русский дзен. Да. The four buildings, the new Hermitage, the old Hermitage, the small Hermitage and the Windy Palace. Здесь полностью разбит в интерьере главной лестницы, на которой вы сейчас находитесь. Ну, вы обычно посетитель. So, before the revolution, for a lot of years, this palace Екатерины was... II. Это большое помещение было разделено на несколько спальных зданий. Напротив висячего сада Date de l'époque des effets faits ou par lui-même ou d'après son dessin. À l'époque du dernier tsar, le tableau s'appelait, du dernier tsar Nicolas II, le tableau s'appelait Nicolas. Я думаю так. В Эрмитаж мы сходили. И в Петропавловку сходим, и на балет. Но это еще не все. Не весь Ленинград и не вся Россия. Ведь верно? Верно. Вы ведь не только туристка. Вам, верно, и другое интересно. Мне вот, к примеру, за границей всегда интересно, как люди живут. Просто, как они живут. В чем мы похожи, а в чем другие. Ведь интересно? Интересно. Вот сегодня, к примеру, я с бабкой вас своей познакомлю. И с Федей. А кто это Федя? Брат. Тишина какая. Будто ночь. А ночи не будет. Я знаю.
Я слышала про белые ночи. А ночью темнее будет. Нет. Так и будет. Тихо, просторно, светло. То ли день, то ли ночь. Это Федя. А это Алёша, мой сын. Алёша. Алёша? Алёша. Ты извини. У нас Л нет, только Р. А почему это нет? Ну, не задавай глупых вопросов, тетя Японка. Это ты, Федя? Это мы с отцом. Мы не одни, с нами девушка. Она японка. В каком смысле, милый? Прямом, она из Японии. Бабка, скажи лето. Лето. Вот неправильно, правильно будет лето. Вы уж простите меня, деточка, я думала, Алёшка шутит по обыкновению. Это, кажется, вы, бабушка Соня-сан? Да, деточка. А это может быть Илья? Илья, и Федя, и Леночка. Какой он смешной, Илья. Да, смешной. Это, деточка, давно было. В войну. Тогда Ленинград бомбили страшно и голодом морили. Гитлер, видите ли, придумал, что Ленинграда больше не будет, а будет просто болото, как до царя Петра. А ленинградцы, он полагал, помрут сами. Одно время он даже решил на нас пули не тратить. Действительно смешно. Но разве позволительно быть таким идиотом? А я ему не бабка вовсе. Кому? Ни Илье, ни Феде. А кто? Никто. Учительница музыки. Родителей у них нету, их поубивало в войну. А кто с голоду помер? Да они не братья. Как? Это, деточка, даже рассказывать вам тяжело. Мы сами-то взрослые тогда еле живые были. Шатались от голода. Но по всей России ездили, собирали их. Кого? Детей, у которых был талант. Это невероятные, деточка, ребята были. Вот, поглядите. Они не помнили вкуса молока. Многие не знали, что такое сахар. Они не могли одолеть ступеньку. Самую обыкновенную ступеньку, потому что в них уже не было никаких физических сил. Но талант, представьте, в них жил. И искусство жило. Потом, после войны уже, мы вернулись в Ленинград. Еще долго надеялись, что кто-то из родителей Феди или Ильи отыщется, отзовется. Но никто не нашелся. И тогда я усыновила их. Так они стали братьями. А меня почему-то прозвали бабкой. Годы идут, деточка. Все как-то наладилось, образовалось. Ребята выучились. Илья музыкант, ты знаешь. Федя художник. Хороший. Даже главный. В оперном не была? Нет. Сходи обязательно, очень красиво. Вы там не скучаете? Нет, милый. С бабкой не соскучишься. Неси гуся. Федя, скажи лампа. Рампа.
Несу гуся! Тихий ангел пролетел. Бабка, спой, а? Да спой, пожалуйста, не ломайся. Давай, бабка, попросите, попросите. Пожалуйста. Нашли певицу. Иди сюда, деточка. 4 руки давай, ты ведь музыкантша. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. А вы помогайте, деточка, в этой тональности, не стесняйтесь, а слов не нужно. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки неумолкавшие во мне, и вот слышнее стали звуки неумолкавшие во мне.
Спасибо вам. Не за что. До свидания. До завтра. Поезжайте спать. Уже очень поздно. Или очень рано. Счастливо.
Я думал, ты спишь? И я думала, ты спишь. Ты где была? Не знаю. Гуляла. Я вернулся, потому что должен сказать тебе. Вернее, я забыл сказать тебе. Вернее, это Федя просил. Понимаешь, он твой портрет писать хочет. Он хороший художник, правда. Ты не отказывай ему, ладно? Хорошо. Ну, как вам наша бабка? Понравилось? Очень. Это верно, бабка золото. А как вам наш Алёша? Как вам наш Алёша-сан? Хороший. Ничего. А Илья? Что Илья? Илья как? Это тоже верно. Илья мужик сложный. Почему? Потому что непростой. Может, жизнь так сложилась, может, характер такой. Генный. У вас дети есть? Нет. И у меня нет, разве что Алёша-сан. Вы не вертитесь, пожалуйста. Вы лучше со мной разговаривайте, тогда я вас лучше вижу. Хорошо? Хорошо. Скажите, Федя, а кто Алёшина мать? Это, понимаешь, история длинная. Ее не сразу расскажешь. Ну и не надо тогда. Нет, ну а чего же не надо? Тут, знаешь, какая история вышла? Ты помнишь ту фотографию на даче с баяном? Помню. А девочка рядом стоит, помнишь? Помню. Ее Леной звали, девочку эту. Она в блокаде 2 зимы пережила. Когда ее к нам привезли, еле отходили. Очень способная. Балетная девочка была. Илья ее любил очень. Он мальчишка еще влюбился. А потом женился. После войны уже. А те 2 зимы припомнились. Это тоже уже позже, тоже после войны. У нее с легкими плохо было. Врачи говорили, рожать нельзя. Но она хотела очень. И что? Ничего. Родился Алёшка, она умерла. Понимаешь, ей говорили все в один голос, что никак нельзя. Но она хотела очень. А когда это было? Давно. 10 лет уже. Привет. О, здорово. Тебе не икалось? Нет. Странно. А мы тут все о тебе, да, тебе, да? Да. Здрасте. Здравствуйте. Ты чё в дверях торчишь? Проходи. Мамочки родные. Ты с цветами. Случилось что-нибудь? Обормот ты, Федя. Пылище тут развел, не продохнуть. На вот, поставь в вазочку. Посвежее здесь будет. Мне? Цветы? Грандиозно. Иди, видишь, человек скучает. Слушай, Илья, а ты гений. Ну-ка, держи. Ты только посмотри, лопух. Ты только посмотри. Ты видел когда-нибудь такую красотищу? Это же с ума сойти можно. Ну, чего молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Можно. Что можно? Можно сойти с ума. Киото, пожалуйста, пройдите в 3-ю кабину.
東京でもその書道展開かれるんですか？じゃあお父様張り切ってらっしゃるんでしょう。もちろん。Я слышал обрывки незнакомой мне речи и силился как-то представить эту ее другую, неизвестную, совсем чужую для меня жизнь. А потом, уже позже, зимой, я все старался вообразить этот далекий город, но почему-то ничего не мог представить себе ясно. И вот сегодня здесь, в Киото, репетиция кончилась, и мы вдруг остались совсем одни. Это почти невероятно. Ты здесь. Вот, Илюша, видишь, опять лето. Лето, ночи черные совсем. Я привез тебе подарок, даже два. Они здесь рядом, в гостинице. Господи, этого не может быть. А это тоже тебе. Алёша просил передать. Нам нужно идти, Илюша. Хорошо. Пойдем, если хочешь. Если нужно. Нужно.
Она была рядом, но с каждой минутой я почему-то ощущал ее все более и более далекой. Так я чувствовал и сам поражался этому чувству. И я вдруг подумал, что, может быть, то ленинградское лето для нее исчезло давно и не тревожит больше, как покидают и растворяются без следа в прошлом полузабытые детские сны. Какая длинная была зима. Мне казалось, я все уже забыла, а потом увидела его. И вдруг все стало возвращаться вновь. И шум моря, и то, как кричали предрассветные птицы, и даже скрип половиц в том доме на берегу. Я даже не знала, что способна помнить так сильно. Всего яснее помнила то мгновение, когда вдруг поняла, что происходит со мной, что все это значит. И то, как мне нужно было все это кому-нибудь рассказать тогда, год назад, в Ленинграде. Понимаешь, какой фокус, Федя? Даже говорить стыдно. Даже говорить стыдно, Федя, но это так. Мне кажется, я люблю ее. Да и не кажется, точно. Кого? Кого, Илюша? Ее. Интересно. Очень. Вот. Это кто? Мой муж. Это мой муж, бабушка Соня-сан. Ну и что? Любишь прекрасно. Я очень рад за тебя, Илюш. Честно, правда. А чему ты радуешься? А чему ты печалишься? Я что-то не очень понимаю. Федя, но ведь это бред! Ведь она японка! Ну и что? Федя, ты представляешь, где это Япония и где мы? Ну далеко. Федя, это почти Марс! А я вырос из того возраста, когда ждут фосфорических женщин из иных миров. Ты что орешь? Не ори! Я тебе так скажу, Илюш. Все женщины, которых мы любили или любим, все, знаешь, в некотором смысле инопланетянки. И нечего истерику разводить. Отца я не помню. А мать умерла, когда мне было 15 лет. И я осталась одна. Потом появился он. Он стал мне отцом, братом, мужем. Он любит меня. А ты? Я? Я никогда не думала об этом. Я просто не знала, что такое любить. Что же мне теперь делать, бабушка Соня-сан? Это о чем, детка? Теперь я знаю, что я люблю Илью.
просто не знаю, что дальше. Дальше? Дальше сказать, наверное, надо, вот и все. А дальше? Но я не знаю, Илья. Я не знаю, что дальше. Дальше? Может быть, у Алёшки будет мать? Так не бывает. Да бывает. На белом свете все бывает. И ты это сам знаешь не хуже меня. Во льет собака. Нужно не мучиться, а сказать попросту, объясниться. Ну как это делается в таких случаях? Я не знаю, Федя, как это делается. Я забыл давно. Вон телефон. Возьми и позвони. А, хотя звонить-то некуда, она у бабки. Как у бабки? Почему у бабки? Ну что за лето, даже странно. Но попросила она меня объяснить, когда ехать. Сказала, что очень нужно. Я ей объяснил. Да это и не важно, Илюша. Пойди душ прими, успокойся. Все хорошо, все прекрасно. Завтра пойдем на гала-представление, там поговорим. Какое гала? Это официально называется проводами белых ночей. А я их оформил. Проводы эти самые. Это зрелище. Я тебе обещаю. Илюш, а? Здесь нельзя посоветовать, детка. Просто нельзя. Он знает что-нибудь? Кто? Илья. Нужно сказать, наверное. Нужно сказать. Хорошо, ребята, это я вам посвящаю. Юка, тебе. И тебе, Илья. Ну ладно, и тебе, Алёшка. Юко. Понимаешь, Юко, я должен тебе сказать... Я тоже должна. Тоже должна. Ты счастливый, Илюша. Ты счастливый. Видишь, сколько вас? Нас? Ты, Федя, Алёша, бабушка Соня-сан. О чем ты? Я объясню, Илюша, я объясню. А нас двое только. Только двое. И больше никого.
Его Люша зовут Ясу. Он мой муж. Он врач. Все говорят, замечательный врач. Он добрый, хороший человек. Он умный. Он, знаешь, он умнее меня, добрее и лучше. Понимаешь? Нет. Банка! На! Я Федя спать хочу! Ой, странный ты, ей-богу, парень, Алёшка. Ну, хочешь спать, спи, а людям поговорить надо. А в машине они поговорить не могли? Ну, к сожалению, это невозможно, у них разговор специальный. Я, Федя, спорить с тобой не хочу, я спать хочу. Хочешь спать? Ага. Спи. Иди в машину и спи. Алёша, слышь, Алёша, давай вставай. Достань бутылку. Бутылку? Рюмки. Хлопушки не потерял? Не потерял. Тогда пошли. Это тебе. Тебе нельзя, ты за рулем. Это мне. Тебе лизнуть. Ну? Я очень рад, ребят. От сердца рад. Алёш, давай. Я так до сих пор и не понял, куда ты исчезла тогда. Тогда, после праздника, тогда Илюша прямо в холле гостиницы. Я встретила японцев. Они летели в Москву. Я упросила их взять меня с собой. Я увидела своих и обрадовалась очень. И все представилось мне как-то иначе, со стороны будто. Я хотела забыть себя, и бабушку, и эти странные ночи без темноты. И мне уже казалось, что я забываю их. Только однажды вечером, через 3 дня, как-то внезапно все возвратилось снова. Я поняла, что уже не смогу без этого жить. Я бросила всех, взяла билет и вернулась. Ты? Я. Ты где была? Мы тут извелись все. Федор весь телефон звонил. Еле-еле узнали, будто в Москве ты. Ты в Москве была? Была. Понравилось? Что? Я говорю, в Москве понравилось? Да. Ну что в дверях стоишь? Ты проходи, садись. Как вы тут живете? Плохо. Бабку вот в больницу отвезли. В больницу? Угу. Сердце у нее все-таки старенькое уже. А ты почему здесь? Отец к Федору выслал. Зачем? Он там один на даче заперся. Работает, говорит. Никого не пускает. А Федор? Федор вернется скоро. Ты есть хочешь? Нет. Хочешь. Ешь, пей. Спасибо. Ты поехала к нему. Он тебя не прогонит. Как ты исчезла, он сразу весь переменился.
перевернутый ходит. Какой? Перевернутый. Юка, подожди. Ты дорогу туда знаешь? Знаю, я ездила. А деньги у тебя есть? Есть. Ты учти, в вагоне платить надо. Тебе билет дадут. Я знаю. Нам с Ильей тоже билет дали. Счастливый. А откуда ты знаешь, что счастливый? Илья сказал. А куда ты его дела? Вот он. Так его же надо было съесть. Зачем? Ты что, не знаешь? Примета есть такая. Съешь, а он действовать начнет. Действовать начнет? Да, да ты не бойся, ешь. Все. Все. А теперь езжай, и все у тебя будет хорошо. Ты? Я. Здравствуй. Здравствуй. А бабки нет, она в больнице. Мне Алёша сказал. Бабки нет, а без нее пусто как-то. Вроде скучно. А я вот, видишь, работаю. Вижу. Это Федя привез, говорит, закончить надо. Ты проходи. Садись. Дождь будет. Вроде лету конец. А цветов таких, наверное, больше нет. Почему же? Может быть, еще растут где-нибудь. Наверное, последние растут. Ты прости, мне позвонить нужно. Посиди здесь одна. Я на станцию съезжу. Это мигом.
боюсь. Я боюсь. Аниが私をこんなに不安にさせるのか知ってる。Я знаю, чего я боюсь. Я боюсь не увидеть его больше. Я боюсь этого сильнее всего на свете. Ты что? Что ты, глупенькая? Чего ты ревешь? Гляди, я тебе цветов принес. Тех самых. Я думала, тебя гроза убьет. Я боялась очень. Потому что... Держи. Сирень. Потому что люблю тебя. Люблю. Я уеду, Илюша. Мне, Илюша, уехать нужно. Насовсем. Иначе нельзя, ведь верно? Почему? Просто ей нужно ехать, вот и все. А ты? Что я? Почему ты здесь? Ее Федя проводит. Почему? Перестань задавать дурацкие вопросы. Я не могу ответить на все почему. Хорошо. Я не буду задавать дурацких вопросов. Ты извини, но я и вправду, Алёша, не знаю ответов на все почему. Ты передай это. Скажи, я закончил. Ты успеешь еще. Вот и все. Хорошо? Хорошо.
Ну вот. Счастливо тебе. Бог даст, увидимся. Юка! Эй, слышишь, Юка! Алёся! Смотри-ка, успел. Алёся! Да. Это тебе. Что это? Партитуру отец велел передать. Тебе идти надо. Слышь, ступай. Юка! Иди. Иди. Юка! 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 Ты слышишь? Юка! Ты возвращайся когда-нибудь все-таки! Мы без тебя скучать будем, ты это помни! Ладно? Поставь туда. Вот, Илюша, а это дом, где я живу. Ты поскучай немного. Я приготовлю тебе кофе. Я писал книгу. Я же говорила тебе, помнишь? Он был врач. Страшно жарко. Пей. А почему ты говоришь «был»? Это просто понятие. Так говорят, когда человек умирает. Он болел давно, еще с самого детства. Что-то с сердцем. Но никто не придавал этому значения. Ни он, ни я. Он все ел таблетки и смеялся. Это от чувствительности. Сколько я помню, всегда было так. И все привыкли. И он, и я. А потом появилась эта поездка. Это было сложно поехать. И денег не было лишних, и хлопот было много. Но он словно помешался. Ты понимаешь? Словно помешался на том, чтобы я поехала. Я поняла только позже. Потом. Он знал. Он хорошо знал, что скоро умрет, что будет умирать. И хотел, чтобы меня не было рядом. Ты понимаешь, он был врач. Но этого не может знать никто. Никакой врач. Даже замечательный. Даже самый лучший.
тоже думала так. Потом, через несколько месяцев, отец Ясу дал мне его дневник. Ясу не хотел, чтобы дневник этот когда-нибудь попал мне в руки. Но отец решил по-другому. Когда это случилось? Он умер через неделю, после того, как я вернулась. Но мы не виделись уже. Вернее, он не видел меня. Он редко приходил в себя. Мое знание утомляет меня. Мне обидно писать так, потому что ему, этому знанию, была отдана вся юность. Мне казалось, познав эти тайны, я обрету бессмертие. Теперь я знаю, бессмертия не будет никогда. Пожалуйста, не нужно дальше. А впрочем, ты прав. Пойдем, Илья. Мне здесь тоже трудно. 以前僕はこの地球を銀河系の深淵の中の Когда-то мне нравилось представлять себе Землю прекрасной синей звездой в огромной галактической бездне. С тех пор, как я понял, что обречен, весь мир стал стремительно сужаться вокруг меня. И только одно оставляет теперь во мне какой-то последний, быть может, самый главный и единственный во всей моей жизни интерес. Я вспоминаю ее лицо. そしてたった一つの光景が私の心を温め、私の悲しい生活の一番大切な、あるいは最後の、そして唯一の関心になってしまった妻の顔。 Я сам постарался сделать так, что ее нет теперь рядом. Мне страшно подумать, какой тяжестью на нее легло бы все это. Но мне было бы тяжелее. Во 100 крат.って何も知らなかったんですもの、私。Ведь я же не знала, Господи.
Это был его отец? Да. Сегодня Бон. Сегодня первый Бон Ясу. Это наш праздник. В этот день мы зажигаем огонь в храме и опускаем огонь в фонари. А потом от этого огня мы зажигаем другой в маленькой лодочке и пускаем свет по реке. Так мы вспоминаем тех, кого любили, кто нам был дорог. Отец захотел, чтобы ночью огонь стоял в комнате Ясу. А на рассвете он просил принести фонарик к нему. Цуми. Виновата. Цуми. Виновата. Перед всеми виновата. Сколько же длилась эта зима? Ничего, кроме снега, не помню. Еще тоску помню. Тоску и беду. Виновата. В чем? Виновата в том, что люблю его. В этом я виновата. Господи, так в чем же моя вина? Бабушка Соня-сан, неужели она ничего не передала мне? Передала. Она просила передать, что помнит тебя, помнит и любит. И еще желает тебе счастья. Счастье? Мне? Это Илюша как? Просто счастье. Тебе. Несмотря ни на что. Перестань же, родная. Перестань же ты мучиться. Ну, почему? Ну, почему все так? Год назад в Ленинграде ты уезжала, а Алёша все спрашивал меня. Почему? И я не мог ответить и злился, даже кричал. От того, что и вправду не знал ответа на это его. Почему?
Ведь не сном же все это было. Все это было. Нашей жизнью было. В которой и сегодня ни ты, ни я ничего не хотели бы переменить. Ведь верно? Так. Все, наверное, так. Только что же нам теперь делать? Как же быть нам, Илюша, дальше? Дальше? А дальше нужно было жить. И об этом знали мы оба. Дальше нужно было жить. Потому что слишком многое нам еще оставалось. Нам оставалось то ленинградское лето, и Алеша, и Федя, и бабка. Наша общая беда и наша общая радость. И еще музыка. Музыка тоже нам оставалась.